Живые цветы во все времена использовали как украшение. В XVII веке в Европе появились ботанические сады с экзотическими растениями. Европейские садоводы выводили новые, редкие и дорогие сорта цветов. Такой цветок, как дополнение к туалету, свидетельствовал о вкусе и богатстве его владельца. В правлении Людовика XIV придумали портбукет – предмет для ношения цветов в виде конусообразной вазочки, в которую можно было поместить флакончик с водой. Первые портбукеты прятали в лифе платья и среди пышных локонов. Дамы, занимаясь своим туалетом, тщательно подбирали украшения, мушки и цветы. Цветы держали в руке, прикрепляли к корсажу, украшали ими прическу. Поэтому портбукеты имели несколько способов крепления. Состав букета из живых цветов зависел от времени года, однако в XVII веке предпочтение отдавали роскошным гвоздикам, анимонам и особенно тюльпанам. В XVIII столетии мода украшать туалет живыми цветами пришла и в Россию. Живые цветы вставляли в роскошные портбукеты. Правда, русские дамы настолько любили драгоценности, что даже букеты для них делали из драгоценных камней. В коллекции Эрмитажа представлены 3 таких букета работы Позье и элегантная лилия, созданная в мастерской Дювалей. Живые цветы иногда подбирали к цветочному узору на ткани платья. Однако фаворитом среди цветов была роза. В эпоху рококо во Франции появились мастерские, производившие искусственные цветы из шелка. Раньше их делали только в монастырях для убранства храмов. Впервые гирлянды рукотворных цветов украсили платья и головные уборы светских модниц. Тем не менее, рядом с ними не потерял своей прелести букетик живых цветов, прикрепленный к корсажу. В конце XVIII века живые цветы – выразительный акцент бального туалета, декорированного лентами, кружевами и страусовыми перьями. Портбукет сохранял свежесть и форму цветочного букета, предохранял от пятен зелени ткань платья и дорогие перчатки, которые дама непременно надевала на прогулку, выезжая с визитами или на бал. С начала XIX века букет из живых цветов становится обязательным аксессуаром бального костюма. В модных журналах появились рисунки портбукетов. Их делали из разнообразных материалов и в разных стилях. Портбукет, который дама держала в руке, имел ручку и цепочку, прикрепленную к кольцу. Это кольцо надевали на палец или крепили к шатлену на поясе. Портбукеты имели также булавку на цепочке для фиксации цветов в вазочке. Изящно оформленные букеты были значимым подарком, при подношении которого соблюдались определенные правила. Например, мужчина не мог дарить цветы молодой девушке, если она не была его невестой. Дамы обменивались портбукетами во время визитов. Цветы в букете соответствовали возрасту его владелицы. Махровая роза обозначала детскую грацию. Розовая роза – эмблема женщины в расцвете красоты. Фиалка – символ скромности, принадлежала всем возрастам. Букет мог рассказать о настроении и характере его обладательницы. О парадном портрете императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, ее биограф писал, что грустное настроение подчеркнуто белой, теряющей лепестки розой. Букетик васильков в руке великой княжны Александры Николаевны соответствовал ее простоте и естественности. Свежие яркие розы оттеняли замечательную красоту великой княжны Ольги Николаевны. В 40-х-50-х годах XIX века живые цветы в элегантном портбукете – обязательный аксессуар дамского туалета.
Порт-букет брали с собой на прогулку, в театр и на бал. Некоторые бальные портбукеты имели зеркальце и книжечку Карне для записи приглашений на танцы. В Европе портбукеты были особенно популярны во Франции и Великобритании, поскольку и императрица Евгения, и королева Виктория были ценительницами этого аксессуара. Цветы в портбукете королева брала в театр. Букеты могли украшать кринолин ее парадного платья во время важных церемоний. В 1851 году в Лондоне проходила первая всемирная выставка. На ее открытии в Стеклянный дворец королева Виктория прибыла с принцем Альбертом и детьми. На литографиях, запечатлевших это событие, видно, что некоторые дамы держат в руках букеты. В 1850-х годах портбукет приобрел статус официального подарка. В память о посещении Всемирной выставки в Париже в 1855 году королева Виктория получила от императрицы Евгении цветы в роскошном портбукете. Императрица Евгения на многих парадных портретах изображена с цветами. Видимо, не случайно на балу в 1853 году Сенат преподнес ей в качестве официального подарка драгоценный портбукет. В 50-е и 60-е годы XIX столетия силуэт женского костюма определял кринолин. И живые цветы нередко терялись среди шелка, кружева, массивных драгоценностей. В 70-80-х годах живыми цветами украшали в основном прическу и лиф платья. Популярны были портбукеты в виде броши. В конце 80-х годов XIX века появились бутоньерки – портбукеты для одного цветка, которые мужчины вставляли в петлицу на лацкане фрака или сюртука. Выбор цветка зависел от случая или моды. На балах букеты живых цветов по-прежнему были обязательны. Страстная любительница танцев, императрица Мария Федоровна, супруга Александра III, владела большим собранием портбукетов. Обширная коллекция портбукетов принадлежала князьям Юсуповым. Многие женщины этого богатейшего аристократического рода отличались красотой и элегантностью. К сожалению, обе коллекции были рассеяны и по большей части утрачены в бурных событиях XX века. В эпоху модерна в моде были лесные ландыши, скромные полевые цветы и экзотические орхидеи. Однако фаворитом неизменно оставалась роза. На петербургских балах последнего мирного 1913 года букеты из роз украшали платья аристократических дам. После Первой мировой войны портбукеты вышли из моды и стали объектом коллекционирования в Европе и Америке. Небольшой коллекцией из 19 портбукетов обладает и Государственный Эрмитаж.